slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Ну что ж, всем здравствуйте, с вами снова Entropia Production. Всем, кто кушает под мои видосы, приятного аппетита, ребят. Кушайте много, кушайте вкусно и набирайтесь витамин, поскольку уже пришло практически лето и сейчас уже пляжный сезон начинается. Пора бы становиться более красивым, толстым, жирным. Так вот, записал я для вас вообще шикардесную каточку, ребята. Ну как шикардесная, я вообще ставлю сразу две каточки в одну, потому что этого контента получилось просто море и два океана. Сначала я вот зареспавнился, все спокойненько, думаю, ай, сейчас полутаю себе какой-то шлак на 1010, залутаюсь, будет, как вкусненько, да? Но китайцы мне сказали, что нет, ты сегодня залутаешься просто офигенски. И что я делаю? Первым делом я сижу крышу этого китайца, которого я заметил еще в начале боя. Я, конечно, вырежу половину вот этого всего дела, потому что там на минут 5 будет фигни. Понятное дело, что меня спалил бот. Мне пришлось его за это кулачками отгрохать. Насколько вы видите, вполне актуально. И я думаю, ну чё, если он там перебегает себе и так далее, почему бы мне его не запушить? Я себе спокойненько бегу. Вот, вахай, я встречаю его. Сам не ожидал, конечно, его там увидеть. Но этот челик приехал прям по адресу, ровно туда, куда нужно. Почему я так говорю? Да потому что он смотрел вообще на гору. Он думал, что я его обхожу в спину. Когда он мязу кинул аж за горизонт. Вообще странный типчик. Но он достаточно вкусный. Я не знаю, китайцы это или нет. Потому что очень много русских челиков бегают именно с китайскими никами. Я не знаю зачем, там или арабскими, или японскими. Я не очень-то разбираюсь в этом лексиконе, ребят, но все равно было прикольно. А теперь смотрим. Ля, какой он вкусный. Я когда-то увидел, у меня сначала начали трястись руки, а потом я думаю, а что они у меня трясутся? У меня что по сути по барабану, я бомжом почти вышел, чисто с дробовиком. И такой думаю, ну все, пора как бы бежать. Срочно это, так сказать, сейвить. Бегу я себе спокойненько и слышу справа выстрелы. И понимаю, что там какие-то челики перестреливаются. Ну или как минимум какой-то чили-бопс, ясен пень, решил подстрелить ноги боту. Лишь бы он там типа его не догнал. Ну окей, я себя спокойненько бегу, смотрю, опять миазма раскинул. Боже, как все любят эту миазму, как любят дымы. Блин, я вас обожаю, ребят. Вы подсвечиваете свое место дислокации. А особенно, когда вы бегаете без тишины, так это вообще кайфец. И тут я забредаю вот в такую вот приколдесную штучку под названием Кадиша. Я четко знаю, где он сидит, он не знает, как я хожу, поскольку я хожу на тишине. Хотя я этого не знаю. Почему? Да потому что я нахожусь от него буквально там в 5 метрах. То есть по факту он даже может меня слышать на тишине. Единственное верное решение, ребята, которое можно вообще было принять в этой ситуации, это тупо вылететь на крутом пацане. Я вылетаю и убиваю. И понимаете, времечко смотрим. Мне тупо не хватает времени его залутать. Я хочу его залутать, но некуда. Куда это все залутать? Куда это все брать? У меня мозг немножечко спылил, но ничего страшного.
Этот видеоролик я озвучил. И я еще вставлю вот немножечко приколдесиков в конце. Всем, кому это действительно интересно, я не хочу делать супер-пупер огромные видосы. Я надеюсь, меня все понимают. Почему? Ну, потому что это просто неинтересно смотреть, как я подкрышиваю китайца. Да, на открытом пространстве, да, красиво, да, уютно, но это факт, ребят. Всем еще раз, ребят, спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто ставит лайки, кто оставляет комментарии, желательно добрые. Никакой политики на моем канале, ребят. Это игровой канал. Я показываю интересную игру и так далее. Не будем страдать фигней. Я надеюсь, все меня понимают. Ну что ж, приступим к просмотру второго Иероглифмена. Погнали. Вон они. Уложил одного. А он сольник был. Да. Иди Это лутай. не тот, наверное. Иди лутай. Это, по-моему, не он был, слышь. Ты где? Их двое. Да я иду Нет, лутаю. это бот, слышишь? Это бот. Я залагал. Где там бот? Бегу на бот. Да там бот был. Виталь. В нем Это- хорошо, в боте хорошо. Ой, по мне садят, по мне садят. Нахуй за камнями. Нет. Есть смоки? Да. Кидай. Вот сюда вот. Одного уложил. Ты уходи из дома, блядь. Двух уложил. Уходи на выход. НТП, выход. Нахуй не надо. Выходить на выход. Окей. Я сник засейвил, все хорошо. Что, в них точно было, нет? М-ку засейвил, все остальное мне вернется. Заебись. Двоих уложил. Главное, вы ушли. Мне мое вернется. Главное, я их раздел хотя бы. Да. На эмочку за